Здравствуйте! В этом видео установим новую версию браузера Microsoft Edge на базе Chromium. Увидим, как до неузнаваемости он изменился. Теперь многие пользователи называют его лучшим браузером всех времен и народов. Разберемся совсем не торопясь. Видео не маленькое. В комментариях будут тайм-коды. Приступаем. В 2020 году появилась стабильная версия браузера Microsoft Edge на основе Chromium. Давайте скачаем ее. Я подготовил прямую ссылку под этим видео в полном описании. Ссылка номер 1. Нажимаю. Открылась официальная страница браузера. Здесь есть вот такая кнопка. Если нажать на выпадающий список, то видно, что этот браузер доступен для всех современных версий Windows, а также для других платформ. Я устанавливаю новый Edge на 10. После установки новый браузер заменит старую версию Microsoft Edge, которая идет в комплекте с Windows 10. Нажимаю на кнопку. В лицензионном соглашении просто нажимаю «Принять и скачать». Я использовал сейчас старый браузер Edge, поэтому загрузка появилась у меня в виде вот такой панели с кнопками. Этот небольшой файл можно сразу выполнить, а можно сохранить. Я нажму «Сохранить». Файл скачался в мою папку загрузки. Давайте закроем браузер и откроем папку загрузки в проводнике. У вас файл должен скачаться в ту папку, в которую обычно попадают все загрузки из интернета. Находим файл Microsoft Edge Setup. Вот он. Просто запускаю его двойным кликом. Если у вас появилось окно контроля учетных записей, нажимаем «Да». На самом деле установочный файл больше, чем тот, что скачался сначала, и он сейчас загружается, после чего автоматически начнется установка. Я закрою проводник. Иконка нового браузера заменила старую. Браузер установился. Здесь нам предлагают небольшую экспресс-настройку. Я знаю, что многие уже установили этот браузер, поэтому мы закроем это окно и настроим Edge, используя стандартные кнопки меню и параметров. Нажимаю «Начало работы» и закрываю окно. Сначала можно настроить новую вкладку. Новая вкладка открывается здесь так же, как и в других браузерах. Можно нажать на плюс справа от уже открытой вкладки. Или нажать на комбинацию клавиш Ctrl плюс T английская. Для настройки новой вкладки нажимаем вот на эту шестеренку. Здесь можно выбрать из 3 готовых наборов настроек: сконцентрированная, вдохновляющая и информационная. Если вы предпочитаете не отвлекаться на новости за компьютером, то можно сделать пользовательскую настройку. Здесь можно изменить отображение содержимого, отображать только заголовки новостей, отображать содержимое во время прокрутки, и содержимое выключено. В этом положении новостей видно не будет. Давайте попробуем включить. Кроме того, при желании можно отключить изображение дня и показ быстрых ссылок. Получилось что-то похожее на Google, только с рекламой Microsoft. Но если учесть, что Microsoft делает этот браузер, то странно было бы его не увидеть здесь. Если вы любите использовать быстрые ссылки, то их можно включить и отредактировать. Можно удалить ненужные ссылки, те, которые вы не используете. В верхней части мы видим надпись «Для быстрого доступа поместите избранные элементы на панель «Избранное» и импортировать избранное сейчас». Вы можете нажать на эту ссылку и импортировать закладки, пароли, журнал из другого браузера, установленного на этом компьютере. Для этого нужно выбрать нужный браузер, например, Google Chrome, профиль пользователя, если их несколько. Затем отметить то, что вы хотите импортировать, или оставить все галочки. Вот этот значок в желтом треугольнике говорит о следующем правиле. Предположим, в новом браузере Edge вы уже сохранили пароли для каких-то сайтов. Возможно, в браузере, из которого вы делаете импорт, в данном случае Google Chrome, у вас уже есть пароли от тех же сайтов. Назовем эти пароли старыми. Правило такое. При импорте старые пароли перезапишут пароли, которые вы сохранили в новом Microsoft Edge.
Если старые и новые пароли совпадают, то все нормально. Если же вы изменили какой-то пароль недавно и сохранили его в новом Microsoft Edge, то он будет перезаписан старым паролем, и у вас могут возникнуть проблемы со входом на этот сайт. Зачем так много букв про маленький значок? Дело в том, что пароль штука тонкая, и забытый или потерянный пароль может сильно испортить настроение. Многие пользователи предпочитают ничего не импортировать в новый браузер, а настроить его с чистого листа. Я все-таки импортирую данные, у меня здесь есть пара паролей, нажимаю кнопку «Импортировать». Нам написали «Готово, ваши данные на месте». Закрываю окно. Я открою новую вкладку. Как видим, здесь появилось несколько иконок, которые можно будет использовать для быстрого входа. Если вы совсем не хотите загромождать окно избранным, то можно нажать вот здесь правую клавишу, навести вот сюда, показать панель «Избранное» и выбрать «Никогда». Места стало больше. Если же вы захотите вернуть панель избранного, то нажимайте на меню три точки справа вверху. В открывшемся меню выбираем «Параметры». Перед нами вкладка параметров браузера Microsoft Edge. Здесь в этом меню собраны все основные настройки браузера. Я отвлекся на параметры, продолжаем. Если захотите вернуть панель избранного, то откройте вот эти параметры и нажимайте вот сюда на внешний вид. Далее находим «Показать панель избранного» и выбираем здесь либо всегда, либо только на новых вкладках. Теперь, если открыть вкладку, то мы видим, что панель избранного вернулась на место. Давайте перейдем на какой-нибудь сайт. Масштаб — это важная настройка браузера. У пользователей монитора разного размера и разрешения. Зрение тоже отличается. Многие пользователи недооценивают настройки масштаба. Для стандартной настройки масштаба нажимаем меню три точки. И можно сделать масштаб картинки крупнее плюсом или уменьшить минусом. На мой взгляд, намного удобнее использовать для этого комбинацию клавиш. Ctrl плюс для увеличения масштаба и Ctrl минус для уменьшения. Быстро вернуть масштаб к 100% можно, нажав на комбинацию клавиш Ctrl 0. Вот так это работает быстро и без лишних движений. В новом браузере шаг изменения масштаба уменьшили. Теперь масштабировать картинку стало удобнее. Если мы зайдем в параметры и выберем внешний вид, то мы можем задать масштаб по умолчанию. К примеру, 80% или наоборот 125%. При такой настройке страница будет открываться в том масштабе, который мы здесь задали. Если у вас хорошее зрение и достаточно большой монитор с хорошим разрешением, то, возможно, вы заметите, что при масштабе 80% картинка наиболее четкая. Здесь же можно настроить цвет темы. Кроме светлой, стандартной темы, здесь доступна темная тема, включаемая принудительно. Также можно выбрать стандартные системные настройки. В этом случае цвет темы будет меняться в зависимости от настроек темы в параметрах Windows. Давайте посмотрим, как это работает. Открываю параметры, персонализация, цвета, выбираю цвет темный и автоматически вместе с панелью управления переключается цвет темы браузера. Возвращаю обратно. Вот так это работает. Про переключатель панели избранного я уже говорил. Кроме того, можно включить кнопку «Отзывы», если она вам нужна. И кнопку «Домой» также можно выключить или включить. Сейчас она выключена. Включаю. Вот она, кнопка «Домой». Это может быть страница новой вкладки. То есть, если мы нажимаем на кнопку «Домой», то у нас открывается новая вкладка. Возвращаюсь назад. Или можно задать сюда любой адрес.
В этом случае при нажатии на кнопку «Домой» будет открываться страница сайта. Снова возвращаюсь назад. Ну и последняя настройка — шрифты. Можно оставить средний шрифт. Можно сделать покрупнее. Очень крупный. Как видите, увеличивается размер шрифта. Или наоборот, маленький. Я оставлю средний. Если вы установили новый Microsoft Edge только попробовать, то можно не назначать его браузером по умолчанию. Тем не менее, при запуске браузера, я закрываю его, у вас появится вот такое предложение: использовать Microsoft Edge как браузер по умолчанию. Если вы пока не хотите этого делать, то можно закрыть панель крестиком, и какое-то время она не будет появляться. Если вы решили сделать браузер Microsoft Edge браузером по умолчанию, а кнопку уже скрыли, то можно сделать это в параметрах Windows. Открываем пуск, параметры, приложения, приложение по умолчанию. Здесь опускаемся ниже, до браузера, нажимаем сюда и выбираем Microsoft Edge. Готово. Теперь браузер Microsoft Edge стал основным браузером в этом Windows. Когда мы запускаем браузер, то у нас открывается какой-то сайт или сайты. Давайте настроим то, что будет открываться. Для этого снова открываем меню, параметры. Выбираем при запуске. Здесь есть варианты «Открыть новую вкладку». В этом случае при запуске будет просто открываться пустая новая вкладка. Вот так. Следующая настройка — возобновить с места остановки. При этой настройке откроются те страницы, которые были открыты в браузере, когда мы завершили работу браузера. Я открою пару сайтов, пусть это будет Google. Открою также свой канал на YouTube. Ну и блог свой открою. Итак, у меня открыты 3 сайта. Я сделал настройку «Возобновить с места остановки». Закрою вкладку «Параметры», закрываю браузер, снова открываю его, и открываются те самые сайты, которые у меня были открыты. При этом, если вы закрыли какие-то из этих вкладок или открыли новые, то при следующем запуске откроется новый набор страниц. Именно те, которые были открыты при последнем закрытии браузера. Таким образом, у вас открываются те страницы браузера, с которыми вы работали в последний раз. В этом как плюс, так и минус настройки. Дело в том, что открытые вкладки легко открываются, а вот закрывают их пользователи неохотно. Число открытых вкладок растет, при этом браузер съедает все больше ресурсов компьютера. Третья настройка — открыть определенную страницу. Здесь уже есть страница из поиска, добавленная Microsoft. Если не нужна, можно ее удалить. А сюда можно добавить те сайты, которые открыты в данный момент. Нажимаю. Как видим, сайты добавились. Можно добавить еще страницу. Теперь, если закрыть и снова открыть браузер, то откроются именно эти страницы, которые мы настроили. При этой настройке у вас всегда будет открываться один и тот же набор домашних страниц, сайтов или один сайт, вне зависимости от того, какие страницы вы открывали или закрывали во время последнего сеанса. По умолчанию в этом браузере на русском языке настроен поиск от Яндекс. Можно изменить поисковую машину. В данном браузере эта настройка сделана не очень очевидной. Другими словами, Microsoft слегка прикрыл ее. Но найти настройку просто. Открываем меню, параметры, конфиденциальность и службы. Опускаемся в самый низ.
Внизу страницы адресная строка. Здесь можно изменить поиск только в адресной строке, вот в этом выпадающем списке. А можно полностью поменять поисковую машину. Для этого нажимаем на управление поисковыми системами. Здесь можно любой из имеющихся поисковиков сделать поисковиком по умолчанию. Сейчас это Яндекс, и я сделаю Google, нажимаю на 3 точки и выбираю «Назначить по умолчанию». Теперь, если открыть новую вкладку и набрать что-нибудь вот здесь в поисковой строке, то мы видим, что поиск теперь происходит в Google. Я вернусь назад, а если кликну здесь, но в этой строке остается поиск от Bing, что, в общем, вполне естественно, потому что Bing — это поиск от Microsoft. Если вам нравится какая-то поисковая система, а здесь ее нет, то можно добавить ее самостоятельно. Сейчас довольно популярен поиск DuckDuckGo. Давайте добавим его. Открываю новую вкладку. Ввожу вот такой адрес. Нажимаю Enter. Эту кнопку нажимать не обязательно. Уже после посещения этого сайта в списке поисковых машин должен появиться этот движок. Я все же нажму на кнопку. Да, вот здесь они нам предлагают установить свое расширение. Я пока не буду этого делать, просто закрываю вкладки. Как видим, в списке есть нужный движок, и можно сделать его поиском по умолчанию. Я верну Google. Разумеется, новый браузер работает с расширениями. Они находятся здесь, меню, расширения. Здесь можно управлять расширениями браузера. По умолчанию здесь доступно расширение из Microsoft Store. Чтобы иметь возможность загружать расширения из других браузеров, нужно обязательно включить вот эту настройку. Разрешить расширение из других магазинов. В этом окне нажимаю «Разрешить». Теперь в Microsoft Edge можно добавлять расширения из магазина Chrome и других магазинов. Думаю, что по работе с расширениями есть смысл записать отдельный ролик. Чтобы не пропустить его, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Если вы часто посещаете какой-то сайт, то его можно добавить в Edge в качестве приложения. Для этого просто откройте нужный сайт. Я для примера открою Google карты. Затем в меню выбираем «Приложение», «Установить Google карты». Если у вас будет другой сайт, то здесь будет название этого сайта. Нажимаю «Установить». При этом сайт открывается в отдельном окне и работает отдельно от браузера. На рабочем столе появляется отдельный ярлык. Такой же ярлык появляется в меню «Пуск». Теперь можно запускать ваш любимый сайт, не запуская основной браузер. Это некоторым образом может снизить нагрузку на процессор. Сегодня ни для кого не секрет, что браузеры — это один из главных пожирателей системных ресурсов. Это очень простое и удобное решение, я им пользуюсь теперь постоянно. Попробуйте. Если вы хотите удалить такое приложение, то открываем «Приложение», «Управление приложениями». Теперь можно выбрать ненужное приложение и нажать на крестик. Кроме того, приложение можно удалить из меню самого приложения. Нажимаю на 3 точки. И вот здесь есть пункт «Удалить Google карты». Нажимаю на него. Чтобы полностью удалить приложение, ставим галочку и нажимаем «Удалить». Удаляется как само приложение, так и его ярлыки. Теперь давайте поговорим о конфиденциальности. Открываю меню «Параметры», «Конфиденциальности службы». Здесь есть большое меню «Блокировка отслеживания». Большинство сайтов так или иначе отслеживают действия пользователя в интернете. Чаще всего это используется для того, чтобы показать пользователю подходящую рекламу и в конце концов что-нибудь ему продать. Microsoft обещает нам помогать блокировать такое отслеживание. Здесь мы видим 3 основных настройки такой блокировки: базовая, уравновешенная и строгая.
По умолчанию включена уравновешенная схема. Здесь перечислены основные настройки, то есть блокируется отслеживание с сайтов, которые мы еще не посещали. Содержимое и реклама будут менее персонализированными, сайты будут работать должным образом. Кроме того, блокируются известные опасные средства отслеживания. Если хочется включить более лояльную схему, то можно попробовать переключиться на базовую. Здесь, по словам Microsoft, большинство неопасных трекеров и отслеживания не блокируется. При этом нам будут показывать более подходящую нам рекламу. Третья схема строгая, наоборот, запрещает практически любое отслеживание. Здесь нужно понимать, что современные сайты построены так, что они так или иначе используют данные пользователя. Почти везде мы видим предупреждение о куки, поэтому такая строгая схема может частично сделать неработоспособными некоторые разделы и службы сайтов. Здесь остается только пробовать и выбирать то, что подойдет лично вам. Я верну уравновешенную схему. Нажав вот сюда, можно посмотреть те средства отслеживания, которые уже были заблокированы. Я только что установил этот браузер, поэтому здесь, конечно же, ничего еще нет. Возвращаюсь. А здесь можно будет добавить сайт в исключение. Если вы как-то особенно доверяете какому-то сайту, просто нажмите здесь и введите сюда URL-адрес. Нажимаю «Добавить». Добавленный сайт не будет блокироваться. Думаю, что вы прекрасно понимаете, что здесь уже добавлен сам Microsoft и все его сайты. Вы его не видите, и я не вижу, а он есть. Если вы решили удалить отсюда сайт, то можно сделать это вот здесь. Возвращаюсь. Если вы любите использовать приватное окно, то можно включить вот этот тумблер. После этого вот в этом окне будет все очень строго. По обещанию Microsoft, все отслеживание здесь будет заблокировано. Закрываю. Если вы не хотите делать блокировку отслеживания, то выключите этот тумблер. Опускаемся ниже. Об очистке мы поговорим отдельно. Отправлять запросы не отслеживать – не слишком эффективная настройка. Сайты не всегда повинуются этому запросу. Иногда они могут, наоборот, увеличить свою активность. Закрываю окно. Следующий пункт – разрешить сайтам проверять, есть ли сохраненные методы оплаты. Если вы часто оплачиваете товары и услуги через интернет, и вам лень вводить каждый раз данные, то можно оставить включенным. Я стараюсь всегда пользоваться менеджерами паролей, когда речь идет о деньгах, поэтому я выключаю. Далее Microsoft просит нас помочь улучшить браузер Edge, отправлять отчеты о сбоях и отправлять сведения, чтобы повышать эффективность поисковых запросов. Это те же самые галочки, которые часто можно видеть при установке тех или иных программ, а также установке Windows. Те пользователи, которые снимают такие галочки, наверняка не будут ставить их и здесь. Оставляем их выключенными. Следующий пункт – персонализация веб-интерфейса. Microsoft просит у нас разрешения отправлять ему журнал браузера. Опять же, для персонализации рекламы, поиска и тому подобного. То есть все то, что мы заблокировали от других сайтов, Microsoft предлагает отдать ему. Включать этот тумблер или нет, решайте сами, я оставлю выключенным. Использовать веб-службу для устранения ошибок навигации. И если вы, к примеру, ввели адрес сайта с ошибкой, то Edge отправит эту информацию на свой сервер, и в ответ придут варианты исправления ошибки. Если вы часто сталкиваетесь с подобными ошибками, то включите тумблер. Если у вас десятка и вы используете для защиты встроенный защитник Windows, то стоит сказать пару слов вот об этом тумблере. Фильтр Smart Screen в Microsoft Defender. Здесь по умолчанию включено взаимодействие с фильтром Smart Screen защитника Windows. Когда вы будете качать некоторые файлы, которые нужны пользователям, этот фильтр может заблокировать скачивание. В случае такой блокировки вы сможете быстро зайти сюда и отключить этот тумблер. Совсем отключать его я бы не советовал, так как закачки из интернета – это один из частых источников заражения компа и ноута. Следующая настройка очень жесткая. В случае включения браузер будет блокировать слишком много вполне безопасных файлов и приложений. Если вы начинающий пользователь, то важно разобраться с загрузками. Это делается вот здесь, меню, параметры. Загрузки. По умолчанию здесь стоит стандартная папка пользователя Downloads, то есть загрузки. Если у вас есть второй раздел на диске и там достаточно места, то можно настроить, чтобы файлы качались туда. При этом на системном разделе останется больше места. Давайте настроим новую папку. Нажимаем кнопку «Изменить». В проводнике открываем
этот компьютер. Находим второй раздел, если он у вас есть. У меня он называется «Новый том» под буквой «Е». Здесь лучше создать отдельную папку. Нажимаю «Новая папка». Назовем ее «Загрузки». Нажимаю «Выбор папки». Готово. Теперь все файлы из интернета будут качаться в папку загрузки на диске E. Давайте проверим. У меня на блоге есть небольшая инструкция. Нажимаю на кнопку Download. И файл автоматически скачался. Скачанный файл можно открыть, нажав вот на эту ссылку. Или можно нажать на 3 точки и, например, показать в папке. Снова перехожу на вкладку «Параметры». Если включить вот этот тумблер, то при каждой загрузке браузер будет спрашивать, куда сохранить файл. Можно будет согласиться с выбором по умолчанию или выбрать другую папку. Давайте снова проверим. Перехожу сюда, нажимаю на папку Download. Перед нами открылась папка. Нам предлагают сохранить в ту же самую папку, в которую я только что скачал инструкцию. Мы можем либо согласиться с этим выбором, либо выбрать любую другую папку. Давайте скачаем на рабочий стол. Я выбрал рабочий стол, нажимаю «Сохранить». Теперь давайте проверим, что у нас скачалось. Архив лежит на рабочем столе. И в папке загрузки на диске E. Быстро посмотреть все загрузки можно удобной комбинацией клавиш Ctrl плюс J. Она работает в любом браузере. Нажимаю. Если у вас какая-то загрузка происходит прямо сейчас, то она также будет здесь видна. Здесь есть кнопочки для сортировки файлов. По умолчанию включена сортировка по всем файлам. Если у вас здесь очень много файлов и вы хотите посмотреть только файлы PDF в формате, то просто нажмите сюда. Сейчас у меня пока нет здесь файлов в PDF формате. Документы, приложения. Вот приложение одно есть. Ну и так далее. 2 архива. Чтобы не потерять файлы, проконтролируйте, что у вас включен выбор «Все файлы». Со временем в браузере накапливаются служебные файлы, которые добавляются в кэш браузера при посещении веб-страниц. Бывает так, что какие-то сайты перестают правильно отображаться в браузере, появляются ошибки, сбои, зависания и другие глюки. В этом случае можно попробовать почистить браузер. Для этого нажимаем «Меню». Выбираем «Параметры», «Конфиденциальность и службы», опускаемся ниже, и вот в этом разделе нажимаем «Выбрать элементы для удаления». В этом окне мы можем выбрать период, час, сутки, неделя, месяц или за весь период использования браузера. Я выберу весь период. В этой таблице верхние пункты выбраны по умолчанию, 4 пункта. Остальные можно поставить по желанию. Можно попробовать поставить все галочки за исключением паролей, если вы храните пароли в браузере. После этого нажимаем «Удалить сейчас». Ждем окончания удаления. Готово, мы почистили браузер. Лучше перезапустить браузер после очистки. Находясь на любой вкладке браузера, можно быстро открыть очистку удобной комбинацией клавиш Ctrl-Shift плюс Delete. Нажимаю. И мы готовы к тому, чтобы очистить браузер. В Edge-браузере, как и в Google Chrome, доступна функция «Картинка в картинке». Давайте рассмотрим на примере видео на YouTube. Предположим, вы открыли какое-то видео. Если у вас нормальная скорость интернета, то рекомендую настроить максимальное качество. Это делается вот здесь. Теперь кликаем правой клавишей мыши прямо по видео 2 раза. Еще раз. После первого клика появляется меню плеера, а после второго клика вот такая менюшка. Здесь выбираем «Картинка в картинке». Теперь видео в виде отдельного окошечка. Мы можем переключаться на другие вкладки или совсем свернуть браузер. Видео можно передвигать, можно увеличить его в размере, но не более чем на четверть экрана, иначе оно вот так уходит в фон. В этом случае нужно его закрыть снова и можно заново открыть. 2 клика
Видео будет воспроизводиться в своем окне. Его можно приостановить, запустить снова. Это удобно, если вы что-то делаете по видеоинструкции на рабочем столе, в папках или в браузере. В правом верхнем углу окна мы видим вот такую иконку. Это профиль пользователя. Чтобы использовать профиль, нужно войти в него с учетной записью Microsoft. Если у вас нет пока учетной записи Microsoft, вы можете посмотреть вот это видео и создать ее. Ссылка есть в описании. Войдя в профиль, вы сможете включить синхронизацию. Что это такое, что она дает? Если у вас есть другой компьютер, ноутбук, смартфон или планшет, на котором установлен новый браузер Edge, то вы сможете использовать закладки, избранные пароли на всех ваших устройствах. То есть, к примеру, вы сделали нужные закладки на своем компе, и практически немедленно эти ваши закладки будут доступны на вашем смартфоне, на котором тоже установлен Edge, и включена синхронизация. Или вы вошли на какой-то сайт или в какой-то свой аккаунт с паролем на компьютере, и одновременно этот пароль будет доступен для входа в этот аккаунт на смартфоне. Все это, конечно, при условии, что на вашем смартфоне также установлен Edge, и вы включили синхронизацию. Это удобно. Я войду в свой профиль с учетной записью Microsoft, нажимаю «Вход». Здесь выбираю вот этот вариант, учетную запись Microsoft. Нажимаю «Продолжить». У меня есть вот такая учетная запись, я ввожу свои данные. Я ввел логин, нажимаю «Далее» и ввожу пароль. Чтобы проверить, правильно ли вы ввели пароль, можно нажать на этот глазок. Нажимаю «Вход». И здесь нажимаю «Далее». Готово, я вошел в свою учетную запись. Теперь можно нажать на кнопку «Синхронизировать». Я успешно вошел в аккаунт Microsoft, включил синхронизацию. Теперь, если я установлю Edge на свой смартфон, планшет или другой компьютер и сделаю то же самое, то есть войду в аккаунт и включу синхронизацию, то все, что я буду сохранять здесь, мои закладки и пароли будут доступны на моем смартфоне. В начале видео вы убедились в том, что данный браузер доступен практически для всех платформ Macintosh, iOS и Android, а также для всех современных версий Windows. Если нажать вот на эту надпись «Настройка параметров профиля», то открывается профиль в параметрах браузера. Здесь, во-первых, можно выйти из учетной записи, можно изменить ее или удалить, можно управлять учетной записью, при этом нас переадресуют на сайт Microsoft. Можно настроить параметры синхронизации. Не все опции пока доступны. Браузер в процессе разработки. Вот эти вот функции журнал, открытые вкладки, расширения и коллекции нам обещают включить позже. Возвращаюсь назад. Здесь можно посмотреть пароли, которые хранятся в этом браузере. Если вы не хотите сохранять пароли в браузере, выключите этот движок. Если выключить этот движок, то перед входом на сайт с паролем браузер будет спрашивать у вас разрешение. Чтобы посмотреть пароль, нужно найти в списке сайт, пароль от которого вы хотите посмотреть, и нажать вот на этот глазок. Ну и ниже есть еще несколько пунктов, в том числе импорт данных браузера, которые мы рассмотрели в самом начале этого видео. Из тех функций, которые мы еще не рассмотрели, можно посмотреть языки. Здесь у нас русский стоит по умолчанию. Предлагать перевод страниц, написанных не на вашем языке, браузер будет пытаться переводить иностранные сайты. Если вам это не нравится, можно это выключить. Кроме того, здесь есть проверка орфографии. Для русского она включена по умолчанию. Для других доступных языков можно включить ее прямо здесь. Все, что я сейчас рассказал про профиль и синхронизацию, это не обязательные опции. Если вы используете браузер только на одном компьютере или ноутбуке, то вы прекрасно обойдетесь без этой функции. Что ж, мы довольно подробно рассмотрели все настройки. Я не стал, как многие, делать какие-то замеры в диспетчере задачи, тесты скорости. Если сравнивать с Google Chrome, то субъективно Edge быстрее загружает сайты. Особенно это заметно на больших сложных веб-страницах, где какая-то статистика или другие данные. Разница заметна невооруженным глазом. Edge действительно быстрый. При этом ресурсов системы он тратит несколько меньше, чем тот же Chrome. Особенно это заметно по меньшей загрузке процессора. Но кое-кто в отзывах очень громко восторгается и ставит Microsoft Edge на безоговорочно первое место. Повторяю, у него нет кратного преимущества.
все очень близко к конкурентам. У любой программы есть всего один, но самый лучший тестер. Это сам пользователь. Лучше вас самих никто не ответит, нужен вам этот браузер или нет. Просто выполните по шагам все то, о чем я рассказал в видео, или просто скачайте, установите и поработайте в Edge без всяких настроек. Параллельно с тем браузером, который используете сейчас. И через пару дней вы сами станете экспертом по новому браузеру и будете раздавать рекомендации знакомым и близким. Поддержите это видео своими лайками и комментами, и в одном из следующих будем настраивать другие браузеры и программы. Чтобы не пропустить новые видео, не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Подписывайтесь на мой дополнительный канал, там уже есть несколько новых видео, ссылку найдете в описании. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, спасибо. Я благодарю вас за просмотры, лайки, комментарии. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает мой канал. Желаю вам здоровья. Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи.